Всем привет, меня зовут Ируша, и в этом видео я буду обсуждать такую тему, почему молодые люди, мужчины в последнее время перестали завоевывать сердце девушки, добиваться расположения ее, но добиваться в хорошем смысле не в том, что вообще вот надоедать, а вообще хоть какую-то активность проявлять, хоть какие-то шаги делать навстречу девушке. Потому что часто можно услышать такую историю, что молодой человек ходит вокруг девушки, выделяет ее из толпы, проявляет какие-то знаки внимания, но такие вот прям очень минимальные, и может очень долго смотреть на девушку. И девушка не понимает, почему молодой человек не проявляет активности и не подходит. Что делать в этом случае девушкам? Девушки тоже в последнее время очень сильно снижают планку, идут напролом, как бульдозеры. Мне 28, скоро замуж выходить, я что, должна сидеть и ждать, пока он начнет действовать? Я все сделаю сама, ты сиди. А потом удивляется, почему молодой человек такой пассивный в отношениях, потому что ты была активная. Плюс на минус не всегда дает плюс, потому что все-таки плюсом должен быть молодой человек, он должен быть активным. Не зря молодой человек назван сильным, мужчины названы сильным полом, он должен быть сильным, а не слабым. А сейчас все чаще и чаще можно увидеть, что девушки, наоборот, очень сильные, а молодые люди становятся все слабее и слабее. И вот эта эмансипация, которая происходит уже долгое время, она очень вредит. По статистике 80% сейчас разводов, и это очень грустная статистика. Одно дело расписаться и выйти замуж, а другое дело сохранять эти отношения на долгое время. Это большой труд, и по статистике это мало кому удается. В общем, меня на самом деле разрывает на эту тему очень много мыслей по этому счету. Вот. Ну, в первую очередь хочу сказать, что парни действительно обленились. На форумах или какие-то истории я слышу о том, что вот пусть она первая проявит инициативу, на чашечку кофе меня пригласит. Что? Тебя пригласить нужно девушке на чашечку кофе, а почему не ты? И как бы мне кажется, что вообще изначально так устроено, что молодой человек, он должен проявлять инициативу, должен показать, что вот я выбрал тебя, а девушка уже решает, согласиться ей или нет, общаться ли дальше с молодым человеком, симпатичен ли он хотя бы вот просто на первом этапе. Конечно, когда речь идет о добивании, это не совсем здоровая история, потому что если парень, мужчина очень активно добивается девушку, которая вот прям вот сопротивляется. Одно дело, когда как это по природе устроено у девушек. Девушки могут долгое время сопротивляться, потом сдастся не потому, что она вот уже некого выбирать, а потому что молодой человек показал себя, что он достойный кандидат на ее сердце. Конечно, опять же, все очень индивидуально. Бывают девушки, которые просто, к сожалению, женщины соглашаются на такой вариант, а потом страдают в отношениях, потому что она его изначально не полюбила, он ей неприятен внешне и так далее. Но здесь еще надо понимать, опять же, что я говорю про здоровое такое завоевывание девушки, когда молодой человек дипломатично, деликатно показывает, что ты мне очень понравилась. Эта история на самом деле очень, на мой личный взгляд, симпатична и это лично, на мой взгляд, правильнее, чем девушка будет добиваться и показывать молодому человеку, а молодой человек будет, как барышня, воротить нос и сам там что-то выбирать. Оба, конечно, должны выбирать и идти навстречу друг другу. Это факт. Когда уже молодой человек превращается в сталкера и вот с таким вот тоже напористым очень характером, он потом и в семье будет таким напористым и будет все за тебя решать. И обычно часто бывают такие парни, они уже реальности не видят, им нужно, чтобы эта девушка любым способом уже досталась ему, а потом просто превращается в деспота. Поэтому здесь какая-то должна быть середина в том, чтобы не быть слабым и не быть вот таким вот сталкером, который преследует свою жертву. То есть все должно быть, конечно, в здоровых рамках. Это что касается добивания. Я перехожу к девушкам. Значит, девушки в последнее время решили, что они должны быть активные, проявляют себя во всем. Если парень вот очень пассивный, их это не останавливает. И почему-то думают, что если вот они близко
близость ускорят там, на первом свидании или там, на втором, вообще покажет, какая она страстная, какая она замечательная, то это удержит парня и вообще он сделает ей предложение. Но это же совершенно не так абсолютно. И все-таки я тоже опять же говорю про нормальных молодых людей, которым тоже хочется узнать, кто перед ними, какая девушка. И не просто близость можно найти легко. Вот, и как мне кажется сейчас вообще, как и мужскому полу, так и женскому. Но если подходить к этому серьезно, то почему девушки так решили это делать? Вот сейчас им нужно быть активными, потому что кто-то у них отберет, какая-то конкуренция серьезная. Вот это вот еще в сознании, что по статистике на 10 девчонок там 5 ребят, или сколько-то там это поется в песне. На самом деле по статистике сейчас рождается равное количество мужчин и женщин, практически это так. Поэтому эту статистику можно сразу откинуть, это раз. Во-вторых, какой бы ни был робкий, стеснительный, нерешительный молодой человек, если он увидит достойную девушку, за которой можно ухаживать, за которую он готов тратить свое время, то он это сделает, поверьте мне. Он возьмет себя в руки, и он придумает и сделает шаг, чтобы пригласить вас куда-то и как-то познакомиться. Если это он не сделает, это просто не ваш человек. Не нужно идеализировать, не нужно думать, что он нерешительный, потому что он нерешительный, вот поэтому он не подходит. Он такой милый в этом, он такой искренний. Вот мы, девушки, нам свойственно идеализировать. Все вот это розовое пони, розовые облака. И все время мы все оправдываем какие-то. Если вы смотрите на поступки, на действия, если их нету, зачем вам такой человек нужен? Зачем навязываться девушке? И здесь другой вопрос. Как быть этой достойной девушкой? Достойная девушка в первую очередь должна, конечно же, сама осознавать, что она достойна того, чтобы за ней ухаживали долгое время, чтобы она много всего была достойна. Девушка, на мой взгляд, всегда должна на многое претендовать в том плане, как за ней должны ухаживать. А когда девушка считает себя недостойной, то тогда какой вообще разговор может быть о каких-то там завоевываниях, добиваний. Поэтому, когда я читаю на этих форумах, вот он смотрит на меня, но не подходит, или он ничего не сделал, а ты являешься достойной девушкой, работаешь ли ты сама над собой? Потому что когда молодой человек все-таки увидит в девушке те качества, которые он готов действительно тратить время, то он не отпустит такую девушку, он попытается что-то сделать. Здесь уже другой вопрос, пойдет ли девушка навстречу. Нет, но я попробовал, получилось. Но это, по крайней мере, моя психология такого сильного человека, который, несмотря ни на что, ни на какие отказы, или не видя какой-то симпатии с самого начала, все-таки попробует это сделать. Поэтому здесь важный момент, чтобы сама девушка была достойна этих ухаживаний, сама себя считала такой. Мы сейчас еще в такое время, конечно, живем, когда все очень легкодоступно. Информация вся легкодоступна, можно только зайти в интернет. Какие-то развлечения, все можно оплатить, весь сервис находится тоже в маленьком телефоне, можно вообще не выходить из дома. И вот эта легкодоступность, она очень расслабляет людей. И, конечно, надо сказать, что все-таки молодые люди, мужчины, завоеватели по природе, так устроены, и мужчины ценят то, во что они вкладывались долгое время. И если постепенно мужчина будет делать какие-то поступки в сторону девушки, он будет ценить это очень сильно и ценить эту девушку. На мой личный взгляд, девушка достойна, она не должна быть очень легкодоступной. Она должна все-таки держать, какая бы ни была страсть между людьми, какая бы ни была там вспыхнула, но тем не менее до этого все потом дойдет.
Но вот это вот на начальном этапе выстраивания правильных взаимоотношений, это очень важно. Просто хочу сказать, что девушки, не будьте вы супер такими активными, и тогда вы не будете жаловаться на то, что сейчас такие пассивные молодые люди. Дайте возможность, дайте простор, дайте воздуха для того, чтобы молодые люди сами начали что-то делать. А для этого, как я уже сказала, нужно быть достойной девушкой и развиваться, быть интересной и быть уверенной в том, что вы всех этих ухаживаний достойны. Поверьте мне, если это не ваш человек, он и не будет с вами. А если это ваш человек, то что бы ни было, он будет в вашей жизни, он сделает все возможное, какой бы он ни был робкий, какой бы ни был стеснительный, он сделает шаг навстречу. Спасибо большое за внимание, до новых встреч, пока.